Друзья, доброе утро. Как вы уже поняли, это звук лязовских бутылок прямо в вагоне. Это должен быть хороший знак. Доброе утро, дорогие друзья. Арзамас, Нижегородская область. Зачем мы приехали в Арзамас? Догадайтесь сами. Конечно же, снимать ЛиАЗ-677. Правда, к сожалению, сегодня, как выяснилось, ни один из ЛиАЗов не работает. Остался здесь только два. Один сломался уже давно, а второй вчера. Вчера, зараза, такая он сломался. Вчера. Его сняли с линии, на буксире увезли. Это мы выяснили у водителя. Поэтому я даже не знаю, что мы сегодня будем снимать. Видимо, ЛиАЗы 52-56, которые, в принципе, тоже чем-то ностальгическим можно считать. Ну и другие автобусы, которые тут тусят. Заодно на железку залезем, что-нибудь там сфоткаем, какой-нибудь МТ-10. Или на скакалейку съездим. Верх дизайна автобусная остановка в стиле площадки для мусорных баков. Прямо в центре Арзамаса, на автостанции. Сегодня на автовокзале одни пасеки. Вот, можно видеть их задницы. Немножко ЛиАЗ 52-56. В целом ничего особо интересного. Улица Урицкого, центр Арзамаса. Сюда нужно пригласить Собянина, перевести его из Москвы, чтобы он здесь порядок наводил. Собянин может убрать вот эти провода, которые свисают через весь город. К тому же здесь еще куча уродских вывесок. Полюбуйтесь вот на это. 100К центр. В чем прикол этой вывески? Зачем они написали там амперсант, 100 икр? Но все равно все вывески здесь абсолютно разные. И никуда это не годится. Здесь много над чем нужно поработать. Я считаю, что нужно Собянина выпилить из Москвы и посадить в Арзамас, чтобы он навел здесь порядок и красоту, как он сделал это в Москве. Тем более, что здесь нет троллейбусов, он ничего здесь не испортит. Православненько. Зато вот автобусную остановку нормально поставить не сумели. Вот она, автобусная остановка во всей своей красе. Прямо на Соборной площади. Ну нельзя же сделать нормальную, правда? Нечего делать сегодня, ЛиАЗы все поломались. Мы решили поехать на Пешеланскую скакалейку. Это эпичный мост. Свет, конечно. Сумка. Я вот так сказал. Сумка. Не думай о том, что ты упадешь. Да, к сожалению, я, мягко говоря, заблуждался, когда сказал, 24/7 работает эта скакалейка. Хрен там плыл, просто прошлись туда-обратно, ничего не сняли. Вот единственный спрос, который мы заслужили за сегодня, судя по всему. Это была рубрика «Пустые перегоны». Правда, теперь это не отдельное видео, а просто вставка в общий видос. Вот так вот в Пешелане на трассе гниют машины под видом музея, а это просто кладбище. Потому что они хранятся в какой-то траве под открытым небом. Это был целый 2Т10М, причем с родным дизелем, здесь D100. Вот это с ума сойти, что сняли. Я уже думал, таких и не осталось здесь. Вот, кстати, как получилась фотка. Вот в таких вагонетках возят гипс с карьера на этот самый Пешеланский завод. Но, к сожалению, сегодня нам не повезло, ничего не поехало. Зато мы сняли целый 2Т10М. Друзья, мы стоим на трассе в поселке Пешелань, у поворота на Бебяев. Вот подъезжает наш ЛиАЗ 52-56, в котором мы сейчас с удовольствием прокатимся, до Арзамаса. Как раз пора возвращаться на автостанцию.
Вот так вот мы покатались в ЛиАЗе 52-56. Правда, хотели 677, но и это тоже сойдет. Давно еще в Москве списали все эти 52-56. Все равно какие-то воспоминания есть даже от этих автобусов, хотя они не такие интересные, как 677. Их в Москве уже давно не осталось. Поэтому ставлю лайк, хотя мне совсем не понравилось, что автобусы мега грязные. Но все равно впечатления вот такие. Вспомнил свои студенческие годы. Вот у меня вопрос. Почему Арзамас не центр туризма? Здесь же все просто утыкано храмами. Вот, например, Смоленский собор. Около Арзамаса находится. Почему вот это не место для туристов? Здесь просто стоит собор и автомобильная дорога. Больше ничего нет. Здесь нет ни общественного пространства, ничего. Хотя здесь можно было организовать очень крутое место для посещения. То есть здесь просто нету асфальта, какие-то лужи и очередная испорченная всякой рекламой избушка. Ее превратили в какой-то сраный сарай. Да, в Арзамасе, конечно, есть такая проблема. В городе полно достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание, но при этом городом совсем не занимаются. Дорог нет, остановок автобусных нет. Автобусы сами хорошо хоть есть, но они старые в основном. ЛиАЗы, пазики. Я, конечно, ничего против не имею таких автобусов. Они, как единицы техники, мне нравятся, сами пазики. Но они не должны ездить в городе. Это автобус для села. Но их почему-то покупают во многих городах. Все, приехали мы значит, на автовокзал. И вот он стоит. Оказывается, он все-таки не сломан, работает на линии. Все, побежали его снимать. Наша тема, наша лайка. Я же говорил, что ну, я же верю, что это не может быть. Никуда не бегал на автобус. Да, жалко, что уже дико темно, его не снимешь особо. Уже покатались во всех других автобусах 52-56 и 52-56 пригород. Но все-таки этот автобус появился. Мы приехали, значит, на автостанцию, и вот он стоит такой. Замечательная тема. Мы сейчас едем как раз в этом ЛиАЗе, номер 822. Взяли билеты до конца маршрута, сейчас докатаемся до устачи. Но дальше наслаждайтесь видосами из этого автобуса.
сегодняшний вечер, катаясь в этом чудесном лязе. Последний раз я ездил в таких лязах по Сергиеву-Посаду на дачу. Ох, как я их ненавидел, эти автобусы, они вечно в мясо забивались. И приходилось ехать на одной ноге. Сейчас, конечно, у меня остались к этому автобусу только теплые чувства. Ну, потому что все-таки это воспоминания с детства и все дела. Напишите в комментариях, как вы относитесь к лязу 677. Посмотрим, есть ли здесь такие, кому лязы тоже не нравились, как и мне. Интересно будет почитать. Комментарии, кстати, все читают. Потому что несложно читать 5 комментариев за 3 месяца. Классный автобус. Когда еще можно будет покататься на таком вживую? Только на музейном, где-нибудь по городу пару километров. А тут мы на нем уехали. Бог знает куда. 126 маршрут, кстати. Ехали целый час сюда. И теперь обратно поедем столько же. Больше никогда нигде нельзя будет так покататься в лязе 677. Все пришли? Да, так точно. Кого не знали? Вот такой вот замечательный лязик. Целых 2 часа мы в нем гоняли. А теперь давайте послушаем впечатления моих коллег об этом автобусе. Ну, был дневной рейс, да, на 1:30. Мы могли 1:30 сесть на этот автобус, и до 1:30 могли на луноходе уехать, поснимать его конкретно. Это самый длинный маршрут, который у них есть. И, ну, блин, это космос, это круто. Это самый теплый ламповый автобус, наверное, в жизни, который, в принципе, существовал когда-либо. Это как, я не знаю, как ЧС-2, как Р-2. Что-то такое вот круглое, доброе, старое. Водители, отзывы о них хорошие. И в целом он теплый, он просох сам, и вещи в нем он просушил, весь рюкзак он просушил. То есть ты в нем едешь, его качает так хорошо, и, блин, и классно. Я вообще в нем похимарил так здорово. Прям космос, на самом деле. Прям невероятное ощущение. Он сказал вот что, два из важных вещей на самом деле. Что страховка до весны, и ТО они прошли. Техосмотр прошли до весны, так что до весны они могут еще поездить. А другой автобус ходовой, но просто водитель сейчас в отпуске. Поэтому здесь 2 ходовых ляза. Значит, водитель того ляза ошибся, когда мы утром спрашивали. И диспетчер же тоже. Ну, короче, никому нельзя верить. Ну, не то, что никому нельзя. Понимаешь, тут суть в том, что он должен, этот автобус, выйти сегодня утром на линию, просто заболел водитель, потому что двухсменка. Парни, а вам как? Я в своей жизни столько на лязе 677 еще не катался ни разу. И тут было все, вещи просушили, как бы покемарили. Где самые рифленые поручни? Да, да, по классике, как говорится. Это был И даже чуть-чуть бутылок заимело. под конец. А он, кстати, получается не бензиновый, да? Поэтому у него не было бутылок особо. Он газовый, то есть там не от этого зависит от того, насколько хорошо закреплен фланец карданного вала. Вот, если он раздолбан, то он заимит. Ну, у этого он был нормально закреплен. Довольно резвый автобус, довольно бодрый. Коробочка автоматическая, родная. Я, в принципе, был доволен, потому что я оказался здесь. Я особо не рассчитывал на что-то больше. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игоря и ждите новых роликов. И пишите комментарии.
Кстати, я поздравляю Валеру Наумова из Санкт-Петербурга, который нашел карточку на конечный Лэмс. Кружка уже уехала. Ожидайте вашу посылку. Всем привет! Мы на конечной станции Лэмс в поиске заветной карточки. Вот примерное место, где она находится. Путем внимательного осмотра найден нужный камень. И вот она, карточка моей мечты. Вот. Та самая фотография, которую оставил нам Игорь из Москвы. Вот документально запечатлено, что карточка полученная находится в надежных руках. Дорогие друзья, в нашу редакцию приходит множество писем о том, как же мы отправляем наши кружки подписчикам, которые нашли волшебные карточки. В этом небольшом скетче я вам покажу, как мы это делаем. Вы думаете, что это на столе у меня лежит куча мусора? Ошибаетесь. На самом деле это супер защита для того, чтобы даже с помощью Почты России эта кружка доехала в целости и сохранности. Это чудесная самодельная коробка, которую я сделал своими руками. Ну что ж, поехали уже. Давайте собирать посылку, друзья мои. Поздравляю с победой, Валера! Ожидайте вашу посылку в почтовом отделении Санкт-Петербурга по указанному адресу. Теперь можно выдвигаться на почту. Последний раз в Арзамасе я был 7 лет назад, в 2013. Тогда еще здесь, конечно, была куча лязов 677. Город, несомненно, стал лучше за это время. Появились сетевые магазины, сетевые кафешки и много других приятных вещей. Но остались проблемы с внешним видом города. Например, ужасные провода, которые висят в центре города через все дома. Или уродские вывески, или проблемы с парковками. И, конечно, нужно заняться пешеходными переходами и дорогами. Сюда бы Собянина из Москвы командировать, а в Москву его больше не возвращать. Вот тогда он точно навел порядок в городе. В целом Арзамас мне очень понравился. Много в этом городе русского, такого храма натыкано на каждом углу, красивые здания, избушки. Это все замечательно. Ну что же, на этом мы с вами заканчиваем. Мишаня, спасибо тебе за съемку, спасибо за твое терпение проявленное. А я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, ставьте ваши лайкосики, оставляйте комментарии, что вы хотели бы добавить, что вы хотели бы убрать. Пишите ваши рассказы о том, как вы последний раз катались на лязах. И можете вот эти видосы посмотреть. Я думаю, вам будет интересно. Вот это вот про питерские трамваи, а вот это про тепловоз Т-114. Очень интересно, обязательно посмотрите. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не забывайте, что в паровозе на станции Арзамас-2 спрятана призовая карточка, которую можно обменять на вот эту чудесную кружку. Умереть не встать. Ну что ж, до новых встреч. Спасибо за внимание.